Всем привет! 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 Вы на канале Готовим с любовью. Сегодня будем выпекать очень вкусные, пышные булочки с творогом. Булочки красивые, ароматные, готовьте. Для дрожжевого теста нам нужны будут следующие продукты. 200 мл теплого молока, 80 граммов сахара, 40 граммов растопленного сливочного масла, 1 яйцо, 15 граммов свежих дрожжей или 5 граммов сухих дрожжей, 1 пакетик ванилина, щепотка соли и 360 граммов муки. Сначала, как обычно, делаем опару. В миску вылили теплое молоко, добавляем дрожжи свежие, добавляем столовую ложечку сахара и добавляем 3 столовые ложки муки от общего количества. Перемешиваем. Опару оставляем в тепле на 15 минут до образования шапочки. Тем самым мы проверим качество наших дрожжей. Хорошо перемешали и оставляем в тепле. Вы знаете, это очень вкусное и пышное дрожжевое тесто. Булочки можно сделать с любой начинкой, но у меня сегодня будут с творогом. Смотрите, опара увеличилась в объеме. Теперь начинаем добавлять остальные продукты. Добавляем оставшийся сахар, размешиваем. Добавляем 1 яйцо, щепоточку соли, пакетик ванилина. Ванилин в пакетике весом 2 грамма. Хорошо перемешиваем. Теперь добавляем растопленное сливочное масло. Кстати, его можно заменить растопленным маргарином и растительным маслом. Но со сливочным маслом, конечно же, вкуснее. По чуть-чуть добавляем просеянную муку. И сначала вымешиваем лопаточкой, а потом уже руками. Очень важно знать, что все продукты, когда вы замешиваете дрожжевое тесто, должны быть комнатной температуры. И желательно замешивать тесто с радостью, с добротой в душе. Когда у вас нет настроения, лучше не подходить к дрожжевому тесту. Дети ждут булочки, поэтому они должны у нас получиться самыми вкусными. Высыпаем оставшуюся муку и вымешиваем тесто. Долго не вымешиваем, оно должно быть мягким, слегка липнущим к рукам. Теперь берем миску чистую, смазали дно и бока растительным маслом, хорошенько, не жалея. Я добавила 2 столовые ложки. Перекладываем наше тесто и вот так еще раз вымешиваем. Отлично. Накрываем тесто полотенцем и оставляем в тепле на 1 час. Теперь готовим начинку для булочек. Я взяла 300 граммов домашнего творога, 1 желток и 3 столовые ложки сахара. Добавляем желточек, добавляем сахар и все хорошенько перемешиваем. По желанию можно добавить изюм. Начинку готовим перед самой формовкой булочек. Начинка готова. Тесто тоже. Перекладываем его на стол. И сейчас берем и немножко вот так вымешиваем на столе.
Теперь берем и отделяем на небольшие кусочки. Стараемся отделять одинакового размера. С тестом очень легко работать, оно не прилипает к рукам, такое послушное, эластичное. Чуть-чуть показалось, здесь маловато. Отщипнула. Так, ну и осталось у меня вот такой комочек теста. Разделяем на 2 части. С этой порции получается 10 булочек. Вы знаете, я сейчас нахожусь в селе, поэтому для меня сейчас очень важно готовить быстрые рецепты, без заморочек. Времени на все не хватает. Да и продуктов, скажу вам так, тоже у меня в обрез. Не все можно достать, поэтому готовим из доступных продуктов. Руками быстренько расправили тесто. Выкладываем творог. Теперь здесь делаем надрезы. Вот видите, где-то отходит, где-то не отходит. Сделали. Хочется просто красивую форму, но нет времени на эту всю лепку. Защипываем края. Я понимаю, что это не тот формат видео, к которому вы привыкли, но что имеем, то имеем. Некогда работать скалкой, огороды, все это нужно успевать. Обучение с детьми тоже на мне, поэтому все делаю сама на данный момент. Вот смотрите, вот такая булочка с творогом получается. И вот так быстренько, видите, все достаточно быстро. Можно и не делать эти надрезы, можно просто конвертиком собрать. Сейчас покажу. Расправили, выкладываем творог. Теперь смотрите, собираем треугольником, соединяем края. Здесь везде, чтобы начинка у нас не выпадала. Соединили и снова вот так для удобства. Защипали, подвернули. Булочки на расстойке стояли 20 минут. Теперь берем, смазываем их сверху яйцом. Включили разогреваться духовочку. Хорошенько теперь смазываем. Булочки увеличились в объеме. Честно сказать, в селе нет никаких приспособлений для выпечки. Все делаю вручную. Все, что есть, у мамы здесь нахожу. Ну, мало чего здесь есть, если честно. Булочки ставим в разогретую духовку на 180 градусов на средний уровень. Режим выпекания вверх-вниз. Булочки готовы. Выпекались в духовке 25 минут. Смотрите, какие они красивые. Сейчас разломаю булочку вблизи и покажу ее серединку. Очень любим булочки с творогом. Начинка сочная, нежная, тесто мягкое, как пух. Красота! Выпекайте в удовольствие, выпекайте на радость своей семье. Желаю всем удачной выпечки и хорошего настроения на целый день. Ну теперь осталось самое интересное – это дегустация. Всем приятного аппетита, пробуем булочки. Выбирай, Викуля, себе кусочек. Ты так много взяла. Вика сразу 2 кусочка. Бомбочка. Держи. Спасибо. Пробуйте. Булочки я себе тоже отломаю. Вкусный. Творог очень полезный. Конечно.
В нем много кальция. Творог домашний. Тесто нежное, начинка сочная, сладкая. Мягкий. Вкусный. Выпечка просто отменная. Выпекайте. С вами был канал Готовим с любовью. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока. Написано.